Всем большой привет! Сегодня у меня белый пшеничный хлеб на закваске. Поскольку впереди праздники, и я решила сделать хлеб праздничным, а для этого с помощью трафаретика и муки нанесла на верхушку хлеба рисунок, и после выпечки у меня действительно получился нарядный и праздничный хлеб, и при этом очень-очень вкусный. Закваска опара у меня уже созрела. Здесь у меня 30 грамм стартера. Стартер можно использовать любой, и ржаной, и пшеничный. 125 миллилитров воды и 125 грамм муки. Созревала опара у меня примерно 8-9 часов. Сейчас она находится на пике своей вершины. Замешивать тесто сегодня буду вручную. 200 грамм закваски опары выкладываю в глубокую миску. Вот такое количество закваски у меня осталось. Я ее сейчас взвешу, переложу в чистую баночку, покормлю из расчета 1,1,1 и отправлю на хранение в холодильник. Температура в холодильнике у меня установлена плюс 9 градусов по Цельсию. При более низкой температуре хранить пшеничный стартер я бы не рекомендовала. Добавляю 320 мл воды. Добавляю 4 столовые ложки растительного масла. Просеиваю 600 грамм муки. У меня пшеничная мука первого сорта. Хлеб у меня белый, поэтому и муку я использую белую. Вы можете брать любую муку, можете смешивать ее с разными видами муки. И в конце добавляю 2 чайные ложки без горки соли. Начинаю замес теста сначала при помощи деревянной лопатки. Когда мука впитает в себя практически всю воду, продолжаю замес на рабочей поверхности. Рабочую поверхность предварительно я немного присыпала мукой. Вот такое у меня получилось тесто. В середине замеса я его накрыла и дала ему отдохнуть минут 5. В общей сложности на замес у меня ушло примерно минут 15. Видно, что тесто у меня со средней развитой клейковиной, к рукам совершенно не липнет. Влажность теста 60%. Когда я замешиваю такое тесто в тестомесе, оно у меня получается более мягким. Мне более мягкое тесто нравится больше. Наверное, тестомес замешивает тесто лучше, чем я. Выкладываю тесто в миску. Миску я предварительно немножко смазала растительным маслом. Тесто накрываю и оставляю на расстойке часа на 4-5 до утроения его в объеме. Тесто простояло у меня на расстойке чуть больше 4 часов. Визуально оно увеличилось в объеме раза в 3. Чашка у меня очень большая, поэтому это не так заметно. Выкладываю тесто на рабочую поверхность, немного присыпанную мукой. Скатала тесто в колобок, потому что хлеб будет круглый, и выкладываю его в форму для выпечки. В качестве формы я сегодня использую свой чугунный сотейник. Я его покрыла пергаментом. Либо можно было бы смазать растительным маслом. Диаметр моего сотейника 28 сантиметров. Заготовку накрываю и оставляю на расстойке на час-полтора. Сначала присыпаю заготовку мукой, затем очень аккуратно с помощью кисточки смахиваю муку с заготовки. Я это делаю потому, что на заготовку буду класть трафарет и хочу быть уверенной, что трафарет не прилипнет к тесту. Вот по такому трафаретику я буду делать рисунок на заготовке. У меня несколько видов трафаретов, я выбрала этот. По желанию трафарет можно сделать самим, с любым рисунком, из бумажного полотенца или салфетки. Посыпаю трафарет мукой. Лучше это делать через ситечко, а затем очень аккуратно, чтобы контур у рисунка был четким, снимаю трафарет с заготовки. Все получилось так, как я хотела, и теперь можно отправлять заготовку на выпечку. Выпекаем хлеб в хорошо разогретой духовке до 200 градусов по Цельсию минут 40-50.
Ориентируйтесь на свою духовку. Выпеченный хлеб я сразу же выкладываю на решетку и оставляю тут до полного остывания. Когда хлеб полностью остынет, можно переложить его на доску и посмотреть, как он выглядит в разрезе. Вот такой мякиш у хлеба, мелкопористый, упругий. Хлеб получился ароматный, очень-очень вкусный, мы его уже попробовали. Рисунок на верхушке хлеба не стерся, а во время выпечки даже закрепился. Благодаря рисунку хлеб действительно получился красивым, нарядным. Ну а самое, конечно, главное, получился очень вкусный хлеб. Всем здоровья и увидимся в следующем ролике.